Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Впереди у нас 12 апреля, когда нужно посадить картофель. У нас были дожди, благодатные дожди. Вот такая у нас земля. Но уже коркой взялось. 2 дня солнышко и ветра, и уже корка, и сухая земля. Вот если бы можно было сегодня высаживать, конечно, было бы супер. Но у нас впереди идут дожди, поэтому нам нужно подготовить весь участок, чтобы потом, даже если дождь, у нас небольшой участок, сотку мы посадим, даже одев на себя какие-то пленочки. Под зонтиком можно тоже высаживать. Поэтому мы готовим сейчас вот землю. И для этого Александр Федорович сейчас сначала вспушивает землю, потому что сильный дождь, и забил. И мы сейчас займемся этим делом, подготовкой почвы к посадке. Сама посадка – это самое-самое быстрое дело. И закрыть очень легко землю. А вот подготовка – это основательно. И мы сейчас это будем делать. Теперь вот такая важная задача. Нужно обязательно сделать меточки. Мы в этом году будем ряды делать на расстоянии 1,40 м, 140 сантиметров. Это очень удобно для работы с техникой. Прогревается хорошо. Как раз гряды будут и прогреваться будут хорошо все стороны земли гряд. И быстро, если будут сильные дожди, будут просыхать, потому что гряды будут как раз на подъеме сохранять. Вот клад меточки сначала делается вот такая луночка. Вот таким образом, чтобы было ровненько. Сначала суженным плугом один раз проходит трактором по вот этим линиям. И затем будет расширенный плуг. Но пока у нас Ну и после дождя тут тоже будет земля мокрая. Ну вот сейчас Александр Федорович расширяет вот эти плуги. Плуг расширяет вот этот угол плуга. И будет делать вот эту уже лунку, в которую мы будем высаживать. А это у нас остатки хризантем. Они подсохли, и мы сейчас их срезали. Это будет прекрасное удобрение и хорошая тоже подстилочка вместо соломы. В этом году у нас соломы нет, есть только немного именно остатков после сидератного роста. Был у нас овес, собрали его, он высох после зимовки. И вот у нас есть хризантемы, их много, мы тоже их сейчас будем перерабатывать, для того, чтобы легко их было внести в луночку. А для этого у нас есть вот еще от отца Александра Федоровича вот такое приспособление и измельчитель, который измельчает. Вот у нас такая масса вот получается в конечном итоге. Очень удобно ее будет рассыпать на дно лунки. Для того, чтобы нам удобрение положить в луночки, нам нужна мясокостная мука, рыбная мука, и нам нужны обязательно кормовые дрожжи. Мы это все перемешали, и теперь будем просыпать в луночки. И у нас еще есть вот такое ценное удобрение, используем уже несколько лет, называется курник. Вот оно у нас. Беру не руками, а вот так вот слегка просыпаем по дну лунки. Потому что эти удобрения должны быть внизу. А
потом мы будем сыпать еще сверху солому или другие органические составляющие. И берем этот состав, вот так, как будто бы мы мукой будем здесь с тестом работать. И вот таким образом мы просыпаем. Вот так. Ну а теперь берем наши измельченные цветочки и укладываем на дно. Вот таким образом. И здесь будет уже затем картошечка выкладываться. Будет уже органика внизу. Это очень важно, чтобы была органика. Будет теплее картошечки снизу земли. Ну и еще время у нас есть, солнечные дни. В это время будет еще прогреваться земля. И потом мы уже будем высаживать, и она будет уже в теплой земле. Картошечка. Видите, какая влажная земля. Ну вот это у нас органика из хризантем. Еще есть немножечко другой органики, тоже покажем. Вот такие удобрения у нас используются для того, чтобы выращивать картофель. Вечер 10 апреля. Грядки готовы. Прогревается очень хорошо земля. Солнечные дни. И уже внесены все нужные питательные вещества в лунки. И здесь же уже соломка и остатки хризантем. 12 апреля 2023 года. Дождь вчерашний проливной завершился ночью и перед утром. И мы готовимся к посадке картофеля. Даже если бы был бы, мы все равно бы по тем дорожкам, которые у нас утоптаны, мы бы делали. Но надо картофель обязательно в этот такой вот период очень сложный обработать перед посадкой. Триходермин обязательно. И радифарм. Это питание органическое, подкормочка для укоренения и для того, чтобы это аминокислоты, различные питательные вещества органические, которые помогают растениям и выстоять в сложные условия, и в то же время хорошо развиваться. Итак, мы берем 2 трехлитровые банки. У меня триходермин в порошке, очень хорошая штука. Мы не будем ждать, когда потом уже обрабатывать, тоже будем. Смотрите, это в порошке. Беру 3-литровую банку и на 3-литровую банку 2 полных ложки. Много не будет. Лучше пусть будет лишнее. Вот таким образом мы делаем и перемешиваем. Водичка теплая, для того, чтобы препарат быстро проснулся. Теплое у нас там было 25 градусов, 25-28. Но сейчас на улице прохладненько, поэтому где-то 25 градусов уже есть. Мерила только недавно, просто не снимаю. Вот, все частички нам нужны. Надо обязательно, чтобы порошок растворился. Все наши невидимые помощники триходермина уже просыпаются. Тем временем делаем еще один раствор. Это раствор радифарма. Итак, что я делаю? Мне нужно на 3-литровую банку 50 миллилитров. Вот, 50 миллилитров. Сейчас я посмотрим. Ага. Я вообще-то знаю, что у меня эта коробочка, я уже смерила, брала вот этим. Можно взять шприц, вот 5 миллилитров. Можно 10 вот таких шприцов набирать и добавлять в банку. В чем прелесть этого препарата, этого биоактиватора? В том, что сколько его не положишь, ну, конечно, он очень дорогой, много не будешь ложить. Но вот я выбрала вот такую пропорцию. Вот эта верхняя коробочка является очень хорошим таким, хорошей меркой. Вот. И отправляю сюда 50 миллилитров вот этого уникального препарата. Так, закрываем. И тоже перемешиваем. В чем прелесть? Сегодня еще нету солнца. Небо еще в тучках. Вот. И у нас можно спокойно вот эти препараты, здесь мы оставим их на столе, пока будем готовить картофель к тому, чтобы его выносить и выносить на улицу. И будем заливать и обрабатывать. Но будем обрабатывать, как мы это будем делать, мы сейчас будем вам показывать. Ну вот, нужно
минут 15-20, вот, чтобы триходермин хорошо проснулся. Ну, а этот препарат тоже пусть он готовится. А мы тем временем идем заниматься картошечкой. Картошечка находится в теплице. Смотрите, какие хорошие жирные росточки у этой картошечки. Разные сорта. Мы сейчас будем их выносить из теплицы и уже сортировать, потому что перемешались ящики. Сортировать по сортам и готовить их к обработке. Наполнили бутылку радифармом и проводим такое хорошее купание картофеля раствором радифарма. Очень хорошо, вот так вот, не жалеем раствора, потому что это очень важно для картофеля. Получить вот этот питательный запас питательных веществ, который дает и устойчивость, иммунитет увеличивает. И вот так мы здесь прямо в рядочках сразу же и разложили весь наш картофель. Здесь уже обработано. Именно радифармом в первую очередь. После радифарма мы обрабатываем раствором триходермина. Тоже не жалеем, для того, чтобы помощники из триходермина могли бы уже приступать к своей работе. У нас ожидаются влажные периоды, довольно-таки влажные в этом году в сезоне, поэтому нужно, чтобы изначально картофель уже был подготовлен к тем различным нападам спор грибковых заболеваний и уничтожал их, чтобы картофель нормально развивался. Вот таким образом. И причем очень интересно, триходермин работает, когда температура подходит ему, он начинает, просыпается и работает, засыпает и потом снова, в общем, создаются нормальные условия, и он работает, никуда он не девается, не погибает. Видите, как раз очень хорошо, нету солнышка, и все, мы обрабатываем и сразу будем высаживать. Вот, земля влажная, но в любом случае очень хорошо, и мы можем высаживать картошечку. Вот смотрите, выкладываем после обработки. Вот так вот. Сейчас шахматкой, где-то сантиметров 20 друг от дружки. И вот на эти матрасики выкладываем вот таким образом. И сейчас сразу же мы не сможем, земля сильно мокрая. Посмотрите, я потихонечку сразу же чуть-чуть прикрываем землю, потому что очень мокрая земля. Главное прикрыть чуть-чуть картошечку, потому что у нас здесь триходермин, его нужно сохранить. А потом мы уже, когда погода распогодится, мы обязательно все это закроем нормально. Вот. Поехали дальше. Вот хорошо, когда все заранее делается. Все выложили, все удобрения. И теперь у нас только можно высаживать картошечку. Вот таким образом выкладываем. Очень хорошо. Вот этот способ у нас между рядами у нас в этом году 130 сантиметров. Вот. И в ряду получается два вот таких рядочка шахматками. Вот, по 20 сантиметров друг от дружечки. И вот таким образом мы ее дальше все и будем высаживать. Маленькие грабельки. Даже, ну вот если обработка, то, конечно, надо прикрыть. Если без обработки, то можно просто выложить, уже, когда погода будет хорошая, пройтись и закрыть это все. Потому что разные есть люди, которые можно обработать, допустим, не триходермином. Можно выложить, а уже когда погода будет хорошая, будете закрывать, вот тогда можно обработку пройтись распылителем и обязательно триходермин. Этот год очень важно будет вот таким способом все делать, потому что очень много будет грибных заболеваний различных. Вот. И вот таким образом мы будем дальше идти и высаживать. Вот. Большое расстояние для того, чтобы между рядами, чтобы воздух был, чтобы проходил воздух и солнышко поступало. Ну и мы не сильно глубокая у нас, видите, лунка где-то сантиметров, тут получается 20, потому что мы будем насыпать насыпные грядки из-за того, что ожидается все-таки будут ливни, дожди сильные, поэтому нужно будет удерживать картофель
на высоте. Потому что если внизу, он сгниет. Такая вот проблема в этом году. Новые задачи для огородников представлены. Вот видите, потом будем еще дальше. У нас остается земелька. Если небольшой участок, то тут делать нечего. Вообще даже так вот этими грабельками потихонечку все это делать. Ну вот у нас между рядами 130 сантиметров, в ряду 20 сантиметров, 25, ну вот где-то так вот. Сантиметром не бегаем, вот, а уже знаем примерно сколько. Здесь мы высаживаем, ну, купили ривьеру, это ранний картофель, и так вот делаем высадку. Потихонечку, не спеша, прикрываем. Вот, земля, конечно, за все время, сколько мы живем в Измаиле, впервые такую землю высаживаем. И еще и хорошо, мы мечтали о том, что сегодня дождь прекратится. И так и произошло. Мечты сбываются. Ложку мы вытоптали. Но 16 часов, и мы ее посадили. Всю нашу картошечку мы посадили. Остается только, уже просохло, смотрите. Пока мы вот с утра начали садить, было влажно, а сейчас уже подсохло. Ветерок, тепло очень. И вот такая погодка. Вот смотрите, где-то тучки, но где-то уже небо голубое. Вот так вот потихонечку. И вот наши остатки уже, оставшиеся рядочки. Все, картошка заложена. И теперь приступает к работе Александр Федорович. Он будет уже теперь сухая земля, как бы сухая. Она уже удобно работать грабельками. Сразу же будет уже влажная, хорошая земелька. И закрываем нашу картошечку. Впервые в нашей жизни такое вот мы, сколько здесь живем, чтобы мы вот такую землю высаживали и в такую погоду. Но вот мы справились уже с посадкой практически. И сообщаем вам, что 12 все-таки апреля мы завершили эту работу. Даже если бы шел, кстати, дождик чуть-чуть, иногда тучки сбрасывали, но есть для этого всего-навсего дождевик. И можно его было бы одеть. Одели, все нормально. И вот закончили, выложили весь картофель. И сейчас уже вот идет закрывание лунок. Картофель уже начинает расти. На этом мы завершаем наше видео. У нас осталось немножечко еще завершить, закрыть картошечку. А мы с вами встретимся в следующем видео обязательно. Мы рассказали вам эпопею нашу о том, как мы высаживали картофель в 2023 году. А высаживали его и видео готовили Раиса Греченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раиса Греченко, дача, сад, город, квіти. Ось наша діляночка, тут десь біля сотки. І тут ми висаджуємо кожного року картоплю. З осені був сидират. Потім у нас є відео про сидирати, як ми це вирощуємо, був горох і земля така пухнаста, але були сильні дощі, як ніколи, і земля забита. 3 дні назад був ще сильний дощ, а ось сьогодні вже отака кірка, дуже, воно якщо ж пару днів посохне, то вже важко буде працювати з землею. А тим більше, що у нас 12-го посадка картоплі. А самий складний період займає, він не скільки складний, а скільки він займає багато часу, і тому нам необхідно оцю діляночку підготувати до того, щоб її в той день, 12-го, навіть якщо буде дощ, ми тільки пройдемось, покладемо картоплю в лунки, а все завчасно будемо робити сьогодні. Да, в лунки покладемо і закриємо. Це можна робити навіть якщо буде йти дощ. Під парасолькою будемо це робити. Ну от ми сьогодні будемо займатися підготовкою ґрунту. Для цього у нас є техніка. Олександр Федорович вже підготував. І ось таким чином ми зараз спушуємо землю, тому що треба, щоб вона була пухнастою. І зараз покажемо, як ми будемо проводити цю підготовку ґрунту до посадки картоплі. Тепер треба обов'язково зробити відмітку.
яку нам допомагає зробити от натягнута вірьовочка. І ми по цій вірьовочці Олександр Федорович отак от робить сапкою рядочки. Ось таким чином. Спочатку необхідно перший прохід, зужується цей плуг і мотоблок проходить по цим лініям, які Олександр Федорович сапкою відмічав, і будуть робитися спочатку невеличкі, зараз покажемо, невеличкі проходи, а на зворотньому зв'язку ми покажемо, як вже буде у нас цей плуг розширюватися. От гарна земля пушнаста, як ніколи. Тепер Олександр Федорович готує плуг до нової роботи, розширений плуг, і вже буде готуватися лунка для посадки картоплі. Ось воно вже і готове, це наше обладнання для роботи. Останній у нас такий прийом для того, щоб вже підготуватися до посадки картоплі. І це ми робимо завчасно. Ось так, з допомогою техніки можна швидко підготувати землю для посадки картоплі. Це вже готова лунка для посадки. У нас залишилися хризантеми спеціально для того, щоб можна було їх сухенькими вже зібрати. Зараз ми їх обрізали, сухі частинки. І тепер у нас йде переробка на нашому самодійному такому апараті. Зараз переробляються квіточки. Всі рослини, бачите, стають мілкими, і їх буде дуже легко засипати на дно лунок для того, щоб була така гарна частина внизу, де якби матрас для картоплі. І плюс воно дуже-дуже добриво, органічне. Тобто у нас нічого не пропадає, використовуємо все підряд для того, щоб все працювало для землі, щоб було добре і для рослин, і для врожаю. Готові, підсохли, прогріваються. Нам необхідно ще підготувати добрива і органіка, на якій буде знаходитися картопля. Для цього ми беремо курник. Ми багато років вже, декілька років точно, 5 років користуємося оцим курником. Дуже гарне добриво. Весь склад тут розписаний, дуже гарний. Картоплі це подобається. Беремо ось так, оце таке добриво і просипаємо по дну, не зверху на картоплю, а у нас повинно бути на дні. І у нас це дуже цікаве цінне добриво, це добриво із м'яса, це у нас борошно, м'ясо косне, і тут рибне борошно, і кормові дрожжі. І так як ніби ми тут просипаємо, коли з тістом працюєш, і отак просипаємо. І отак рядочок цей ми закрили. Якщо трошечки більше, не страшно. Але це ще не все. У нас, бачите, тут у нас ці всі залишки від хризантем, вони міленькі. І тепер ми складаємо гарнесенько. І ось ці частинки ось таким чином на дно цієї луночки. Накриваємо, щоб не було у них з'єднання картоплини з добривом. Нехай шукає добриво, там буде і дощики йти, і буде волога земля, і корінчики будуть йти донизу, до добрив. Отак у нас лунка вже готова до посадки. Ось вечір 10 квітня 2023 року. Все готове до посадки. Тепер нам треба
12-го дочекатися, 12 квітня і посадити нам картоплю. Все для посадки готово. 12 апреля 2023 года. Дождь вчерашний проливной завершился ночью и перед утром, и мы готовимся к посадке картофеля. Даже если бы был бы, мы все равно бы по тем дорожкам, которые у нас утоптаны, мы бы делали. Но надо картофель обязательно в этот такой вот период очень сложный обработать перед посадкой. Триходермин обязательно. И радифарм. Это питание органическое, подкормочка для укоренения и для того, чтобы это аминокислоты, различные питательные вещества органические, которые помогают растениям и выстоять сложные условия, и в то же время хорошо развиваться. Итак, мы берем 2 трехлитровые банки. У меня триходермин в порошке, очень хорошая штука. Мы не будем ждать, когда потом уже обрабатывать, тоже будем. Смотрите, это в порошке. Беру 3-литровую банку и на 3-литровую банку 2 полных ложки. Много не будет. Лучше пусть будет лишнее. Вот таким образом мы делаем и перемешиваем. Водичка теплая, для того, чтобы препарат быстро проснулся. Теплое у нас там было 25 градусов, 25-28. Но сейчас на улице прохладненько, поэтому где-то 25 градусов уже есть. Мерила только недавно, просто не снимаю. Вот, все частички нам нужны. Надо обязательно, чтобы порошок растворился. Все наши невидимые помощники триходермина уже просыпаются. Тем временем делаем еще один раствор. Это раствор радифарма. Итак, что я делаю? Мне нужно на 3-литровую банку 50 миллилитров. Вот, 50 миллилитров. Сейчас я посмотрим. Ага. Я вообще-то знаю, что у меня эта коробочка, я уже смерила, брала вот этим. Можно взять шприц, вот 5 миллилитров. Можно 10 вот таких шприцов набирать и добавлять в банку. В чем прелесть этого препарата, этого биоактиватора? В том, что сколько его не положишь, ну, конечно, он очень дорогой, много не будешь ложить. Ну вот я выбрала вот такую пропорцию. Вот эта верхняя коробочка является очень хорошим таким, хорошей меркой. Вот. И отправляю сюда 50 миллилитров вот этого уникального препарата. Так, закрываем. И тоже перемешиваем. В чем прелесть? Сегодня еще нету солнца. Небо еще в тучках. Вот. И у нас можно спокойно вот эти препараты, здесь мы оставим их на столе, пока будем готовить картофель к тому, чтобы его выносить и выносить на улицу. И будем заливать и обрабатывать. Но будем обрабатывать, как мы это будем делать, мы сейчас будем вам показывать. Ну вот нужно минут 15-20, вот, чтобы триходермин хорошо проснулся. Ну а этот препарат тоже пусть он готовится. А ми тим временем йдемо займатися. Картопелька знаходиться в теплиці. Бачите, вже зелені малесенькі такі росточечки. Тут у нас киця полюбляла в цьому ящику вигрівати картопельку. Ось вона різна. Зараз будемо її виносити на двір і обробляти її обов'язково. Ось ще у нас тут ящичок. А тепер обробляємо спочатку картоплю радифармом. Виклали у лунки, щоб у нас не пропало ні грама дуже важливих елементів живлення, цінних елементів живлення. І гарненько купаємо всю картопельку. Всю картоплю. Треба добряче покупати. Спочатку радифарм. Не жаліємо. Чим вигідно саме оприскування, дуже мало препарата йде. І ефективність дуже добра. Після того, як обробили розчином радифарму, ми будемо обробляти розчином триходерміну. Теж гарно обробляємо цим розчином. Бачите, на дворі воно і сохне швиденько. Ось таким чином ми
повністю обробимо всю картопельку. Чим добре, бачите, у нас там знизу, якщо капельки і залишаються, все попадає в лунку, там, де буде рости картопля. Тому не жаліємо, обробляємо добре. Буде у нас багато дощів, води буде багато. І необхідно буде захист картоплі від різних грибних захворювань. Нам для посадки треба грабельки, такі невеличкі. Беру для того, щоб зразу ж і покласти картоплю і трошечки землею присипати. У нас тут триходермін, його не можна залишати відкритим на повітрі і на сонечки. Інакше всі наші помічники просто загинуть. Ось бачите, ми показували, були тонесенькі ростки по одному, а зараз бачите, скільки ростків. Багато ростків, гарна картопля. І ми оцю картопельку висаджуємо. Отак у нас широка луночка, луночки 20 см одна від одної, шахматкою висаджуємо. І зразу ж прикриваю. Земля, бачите, яка волога. Дуже волога, дуже гарна. Ой, добре, коли завчасно все готуєш. Потім, коли вже буде гарна погода, підсохне, то ми пройдемося ще більше підсипемо. Далі дуже важливий момент, як бачите, на глибину 20 см висаджуємо. Чому? Тому що ми будемо насипати і в нас будуть як насипні грядки. Картоплю в цьому році необхідно буде піднімати. Будуть дощі, а часті дощі, багато вологи, картопля починає гнити. Тому ми робимо і таку от підкладочку, як матрасик. От, і ця так, треба трошечки сюди ще. Знизу, виходить, що у нас є картопляне на голій землі, навіть тепло. До речі, температура землі зміряли плюс 14, це дуже добре, воно було відкрите, сонце було і гріло землю. Між рядами у нас в цьому році буде 130 см. Чому? Тому що ми знаємо, що така буде погода, а раз така погода буде, треба, щоб швидко а погода у нас дощі, буде частенькі будуть, то нам необхідно буде так робити, щоб були підняті грядки і вода йшла вниз. Ми покажемо, як це ми будемо робити. У нас, до речі, це вже спосіб продуманий. І міжряддя обов'язково, щоб в міжряддях збиралася вода і міжряддя потім після дощу, щоб швидко підсихало, прогрівалися наші рядочки, наша картопелька. І був досвід, можна було працювати технічно. І швидко ця картопелька буде просихати, земля після сильних опадів. І от таким чином ми вирішили в цьому році на 10 см між рядами збільшити. Получається у нас 130 см між центром ряда, і в ряду у нас тут ще між картоплинами 20 см. Ось така схема нам дуже подобається, ми вже по цій схемі працюємо давно. І нам подобається 10 см, трошки більше. Головне отримати гарний врожай. Рослини повинні отримувати повітря, сонечко повинно бути побільше для того, щоб вони гарно росли. Ну що, 16 година дня і вже навіть трошечки просохла земля. І от на останні рядочки вже Олександр Федорович грабельками закриває цю картопельку. Ось дивіться, у нас вже оце, що залишилося. То ми вручну закривали, тобто я сама малесенькими грабельками, а зараз от такими грабельками завершили. Трошечки капав дощ, але нічого, він нас не налякав. Це були всього-навсього залишки від тих великих хмар, які вчора нас цілий день поливали. І ми завершили посадку картоплі 12 квітня 2023 року. Дуже цікава історія. Дуже довго ми це робили. Саме більше часу займає підготовка лунок, викладання всіх цих матеріалів, добрив. І потім тільки викладаєш уже картопельку. Да, болото. Да, у нас вже зараз трошечки краще, важко ходити, але все це нормально, це цікаво. Не просто так легенько, а цікаво, коли якісь є перешкоди, задачі, і ми їх вирішуємо. Отож, Раїса Горіченко, Олександр Володюк завершили посадку картоплі
Ми з вами зустрінемося в наступному випуску обов'язково, в новому відео. На все добре, бувайте здорові!